Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем как группа под названием Зуба, и сегодня поиграем за кролика Скиппи. Почему? Потому что я на нем вчера играл и заметил такую особенность, его первобытный скин, который отталкивает, он интересно очень работает, он как бы и жесткий помощник, и жесткий противник, потому что он может реально напакостить очень сильно с кролику Скиппи, поэтому сегодня будем это все тестировать, смотреть и думать, как же с этим вот играть. Также, ребятки, у нас разрабы анонсировали такую интересную штуку, как игроки выбирают набор. Как я понимаю, я заходил, смотрел, голосовалка в Фейсбуке, через Фейсбук там голосуете, форма будет специальная, и там выбираете, что вы хотите увидеть в следующем, не в следующем, вообще в будущих наборах, которые спецпредложения в магазине будут. То есть там монеты, сундуки, там гемы, в общем, много всякого разного. Я так понимаю, это для чисто доната, но все равно как бы вроде бы выгодно, штука интересная, поэтому я думаю, стоит обратить внимание на это. Проголосуйте, кто хочет, что вы хотите увидеть в Зубе в будущем спецпредложение. Как по мне, это такое себе, но посмотрим, как говорится, посмотрим. Главное, чтобы побыстрее вышла обновка с событиями. Кстати, вот тоже заметил вчера, у нас события еще 5 дней, как бы. Это очень странно, я монетки сейчас коплю, как видите, новых не появилось, а обычно там, может, я, конечно, что-то путаю, но, как вы знаете, у нас события добавляются и идут вместе с боевым пропуском, да? А сейчас боевой пропуск как бы 2 недели, а события 1 неделя осталась. Странно, в общем. Хотя, может, я просто напутал и потерялся во времени. Такое тоже может быть. Ладно, отправимся в бои, стандартные бои, все дела. Пойдем развалим. Кстати, коплю я сундуки, у меня там почти уже больше половины персов с сундуками сидят. Осталось поднажать немножко, добить остальную половинку. И, в принципе, можно тащить. Сундучки на выходные будем открывать. Бустить змею. Кролик Скиппи, прыгающий. В общем, что у нас первобытный инстинкт на кроле дает? Он дает отброс. Правда, сейчас он как-то незаметно работает. Вообще он работает по силе, как я заметил, как канистр гелия. Серьезно. То есть я вчера такой отталкиваю Никса, и он отлетает просто на нереальное расстояние, и я лутаю аптечку с него. Вот так это было. Сейчас почему-то этого нету. Наверное, решил перестать работать первобытный инстинкт. Логично же, логично. А зачем ему все время работать, правильно? Правильно. Поработал и хватит, как говорится. Одну игру работает, 2 нет, и это печально. Я не знаю, когда разрабы это пофиксят, как бы им. Возможно, им пофиг, возможно. Короче, непонятно. Да, вроде отталкивает. В общем, непонятно. Сейчас будем как-то тестить это с противниками какими-нибудь, если их найду. Опять же, их сначала еще надо найти, они куда-то все пропали. Тут был Никс. Короче, как обычно. Обычные зубы. Ладно, давайте тогда немножко поагрессируем. Только я играю без укола адреналина. Конечно. На кролике нельзя догнать Никса. Логично, да. А чё нет? Я не заметил, чтобы я отталкивал его. Тяжко все равно играть. Это я сейчас, кстати, был без укола адреналина, поэтому я мог шотнуться. Против Луи это очень реально возможный вариант, если бы он попал в меня своим луком. Это все, это габела бы, наверное, было. Вот такой вот рисковый парень, чё. Скучно играть, не мое. Как не мое. 4-й слот, и я бы с радостью поиграл бы скучно с уколом адреналина, но 4-й слот 120 тысяч. А у меня еще столько персонажей можно прокачать, поэтому как-то подожду немножко. Подожду, потом как-нибудь. Итак, у нас здесь кто-то был. Баг фиксили. Вроде пофиксили везде. Тут раньше можно было перепрыгнуть. Когда-то давно. Мне кажется, все равно где-то есть это местечко, где можно перепрыгнуть. Вот по-любому. Ладно, подождем пока что. Хотя, нет, мы не будем ждать. Мы ждать как раз не будем. Тихо, тихо, тихо. Маневры года делаем. Тихо. Маневрируем. Я, капкан мог поставить. Такой мув... А в смысле? Видали только что через бок стенки перепрыгнул? Конечно, Никс неадекват, вообще полный. Просто полнейший. Я так с него угораю. Заметьте, он уже там потратил аптечки, все дела. А я просто здесь бегаю.
Домой. Ну, кстати, видите, не работает первобытный инстинкт почему-то. Обидно, очень обидно. Кстати, недавно играл на Луи с легендарным луком, это жесть. Это такая жесть. Он просто мгновенно стреляет, там такой урон бешеный летит, такая дальность. О, это просто имба. Ну, это легендарный лук, да, его достать сложно. Ну, короче, не работает первобытный инстинкт мне в этом бою. Печально, что ему сказать. Вот заходишь в игру поиграть, да, с первобытным инстинктом, а он не работает. А, разрабы, да. Ой, опа, сложные бои. Ну что, погнали? Сейчас, чувствую, будет весело. Чувствую. Ну да ладно, отправимся в сложные бои. Ух, сейчас весело будет. А где я? Ой, я возле музея. Надо в музей сейчас идти. Я там смогу запрыгнуть, пока Бак будет думать. Блин, гранатку Бак отжал. Ну, в принципе, ладно, у меня тут еще есть. Главное не спешить никуда. Сейчас залутаемся. Ну да, конечно. Вот скажите, почему он... да, это кролик. Это кролик. Чего я вообще спрашиваю? Так, отправимся в боец. О, видите, я его немного оттолкнул, да? Или нет? Или мне показалось? Нет, отталкиваю, все нормально. Теперь работает, это хорошо, окей. В общем, этот толчок, о чем я говорил. Иногда, когда вам нужно догнать противника, да, и убить его, вам нужно его толкнуть. Ну, он отталкивает его. То есть вы же можете догонять его в спину примерно, да? Вот я так часто любил делать. Типа прыгать там трипл прыжком и убивать противника прям... Ну, обгонять его прям по текстурке персонажа, да? И дамажить прям ну, впритык к нему, там, дабл дробовиком и красиво шотать. Сейчас такое сделать не получится. Вот я недавно дрался против пингвина. Пингвин от меня улетает, ну, как, уплывает, ускользает, да, вот так, правильно. А я за ним, короче, бегу и отталкиваю его своими прыжками. Вот такой вжух, и просто улетел. Ой, это было эпично, конечно. Ну вот это проблема. Акул, ты куда? Ах ты, бочколюбина. Ах ты, бочколюбина. Ах ты, бочколюбина. Ля какой, ля. Любитель бочек. А-та-та. Осуждаем. Осуждаем. Ладно. Пока что здесь посидим. Обидно, что я сейчас, конечно, бицепс не грейджу. Ну, блин, аптечку так не хотел. А в смысле, а когда у меня хп просило? Интересно, ну ладно. Лутаемся тогда и пошли. Нужно сейчас будет в кустах драться, это проблема. Кролик скипи в кустах это минус. Потому что, во-первых, баг с легендарной гранатой. Ну, сами понимаете, да? Сейчас будет очень сложно, нужно очень аккуратно играть. Нужно... Так, кто там был только что? Я не увидел. Короче, нужно очень... Ну, там черепах был, я знаю, вот уровень не увидел. Ладно. Короче, нужно сейчас как-то заметить этого бака. И красиво его продамажить, аккуратно, главное. Главное, аккуратно. А то я себя знаю, влечу в него и без укола адреналина против бака драться, ну вы понимаете, да? Я думаю, это такой риск, что капец. Ну давайте, попробуем. Чё? О, кстати, видали? Бах был только что, типа, след от пингвина в фазе. Блин, ну вот сейчас напарюсь на бака, вот он меня ж убьет на изи вообще. Ну... Опа. Пока что все красиво тут делаем. Очень душно получается немного. Луи тут офигевший как-то живет. И вот так вот я выталкиваю, кстати. Можно так очень жестко выталкивать челиков. Ну вот что это за трубка? А, ладно. А вот и баг с легендарным дробовиком. Ой, легендарной гранатой. Как бы, если что, заметили 8 уровень, да? Бы, а я его боялся. Как вам, ребят? Нормально, баланс? Баланс. Я сейчас, кстати, чуть не умер. О, этот гений на пингвине сейчас будет здесь летать, да? Все время.
Ну, ему просто повезло, что такая зона. Вот просто повезло. Если бы там бы не было воды, он бы сейчас изи откинулся. Но везунчик, везунчик. Я помню, тоже так играл. И на Никсе, и на Пингвине тоже вроде с трубкой. Это что, был такой замес? Но тогда трубка была другая. Тогда трубка была без КДшки, без ничего это такого. Ну, хотя сейчас тоже, видите, вот у него там почти КДшки не было. И тогда это позволяло реально тащить. То есть я там мог вытащить там бои против жестких ребят. Все было красиво. Ну ладно, ребятки, на этой прекрасной ноте закончим. Что-то думаю, что дальше будет поражение. Как-то слишком душно уже становится с начала недели, но посмотрим. Как говорится, что будет в будущем. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот первобытный инстинкт. То работает, то не работает. В общем, рассчитывать на него, я думаю, не стоит. Хотя иногда, когда Никсы у вас пытаются подобрать аптечку, он очень помогает. И это очень круто. В общем, на этом все. Не болеть, не скучать. Всем пока-пока.